От тюрьмы и от сумы не зарекайся. В это исправительное учреждение люди попадают в основном по приговору государства за совершенное преступление. Попробуем взглянуть на места заключения изнутри и представим самые страшные тюрьмы, в которых содержат опаснейших преступников. Тюрьма Банкванг. Тюрьма строгого режима Банкванг в провинции Нандхабури, в северном пригороде Бангкока, входит в десятку худших тюрем мира. Тюрьма западной публики также известна под неофициальным названием Бангкок Хилтон, благодаря австралийской остросюжетной шестисерийной драме Бангкок Хилтон 1989 года с Николь Кидман в главной роли. Это учреждение печально известно переполненностью и адскими условиями содержания осужденных. Здесь содержатся смертники до смертной казни и осужденные на длительный срок от 25 лет заключения и вплоть до пожизненного. Среди отбывающих в тюрьме Банкванг срок немало и иностранцев. Как правило, подавляющее большинство иностранцев в тюрьму Бангкок Хилтон попадают за наркотики. Тюрьму построили китайцы в 30-е годы прошлого века. Большая часть правил, введенных почти 100 лет назад, действует и сегодня. Наиболее ярким примером являются стальные кандалы на ногах заключенных. Каждый заключенный носит их в течение первых 3 месяцев, а преступники, приговоренные к смертной казни, носят кандалы постоянно. Официально от этой практики отказались в 2013 году, но на самом деле часть заключенных носит тяжелые оковы до сих пор. Владимирский Централ. Знаменитая тюрьма существует во Владимире с 1783 года. Причем изначально она использовалась для содержания самых опасных преступников, политических узников и рецидивистов. Так, Екатерина II велела построить ее специально для политзаключенных. В советское время эта традиция сохранилась. Здесь отбывали срок враги народа, троцкисты, белогвардейцы, заподозренные в антисоветской деятельности лица. Интересно, что Централ не народное название, придуманное заключенными, а вполне официальное наименование центральной в Российской империи тюрьмы. Минимальный срок отбывания в этой тюрьме 10 лет, а многие заключенные находятся там пожизненно. Условия в тюрьме сравниваются с русскими тюрьмами пыток. Заключенных зачастую избивают на ежедневной основе, причем как охранники, так и другие товарищи по несчастью. Один из заключенных даже написал письмо при помощи своей собственной крови, но не получил никакого результата. Осужденные, которые пытаются защититься, оказываются в еще более плачевном положении, чем те, которые не пытаются этого делать. Тюрьма максимально строгого режима Камити. Эта тюрьма в Найроби, Кения, изначально была построена с расчетом на то, что в ней будут содержаться максимум 1400 заключенных. Тем не менее, на данный момент здесь содержится шокирующее их количество, а именно 3600 человек, которые живут в чрезвычайно тяжелых условиях. В этой тюрьме содержались многие политические заключенных. Печально известный блок G этой тюрьмы является самым ужасным из всех. Здесь часто происходит изнасилование и избиение, кроме того, в этом блоке люди живут в бесчеловечных жилищных условиях. Заключенным приходится таскать ведра воды каждый день, так как тут нет надежного источника воды, что означает, что поддержание элементарной чистоты абсолютно невозможно. Выйти из Камити живьем можно только с серьезным психологическим расстройством. Тадморская тюрьма. Расположенная в Сире, совсем рядом с античной Пальмирой, тюрьма Тадмор была уничтожена террористами ИГИЛ в 2015 году. Несмотря на это, она может считаться мировым рекордсменом по пыткам и казням и сегодня. В застенках Тадмора людей травили токсичными веществами, накачивали тяжелыми наркотиками, подвешивали за ноги, морили жаждой и голодом, а также убивали всеми возможными способами. В июне 1980 года президент Хафез Аль-Асад заказал убийство всех заключенных в качестве возмездия за покушение на его жизнь, предпринятые братьями-мусульманами. Резня, которая продлилась 2 недели, унесла жизни приблизительно 802-400 обитателей тюрьмы. В 2001 году правозащитники добились закрытия Тадмора, но в 2011 тюрьма вновь распахнула железные двери для осужденных. Условия содержания при президенте Башаре Асаде ничем не отличаются от тех, в которых держали людей при его отце. Правда, теперь массовых казней не допускают. Ла-Сабонета. Тюрьма Ла-Сабонета находится в городе Маракайбо, Венесуэла. На каждых 150 заключенных здесь приходится всего один охранник. Тюрьма была рассчитана на 15 тысяч человек, что не мешает властям Венесуэлы содержать в ней 25 тысяч нарушителей закона. Условия в тюрьме отвратительные. Камеры переполнены заключенными, тысячи людей вынуждены спать в самодельных гамаках. О гигиене же складывается впечатление, здесь вообще никто не слышал. Такие болезни, как холера, невероятно распространены в Ла-Сабонете из-за тотальной антисанитарии. Процветает и коррупция. Более богатые заключенные подкупают охранников, чтобы те предоставляли им лучшие условия для работы в тюрьме. Они могут купить большую камеру, сытный ужин, в то время как бедные узники обречены на жалкое существование.
В 1994 году между двумя конкурирующими бандами разразилась бойня, в результате которой 108 заключенных погибли. Тюрьма Пеликан-Бэй. Тюрьма строгого режима Пеликан-Бэй расположена около города Кресент в округе Дел-Норд, Калифорния. 111 га выделено для содержания самых опасных преступников Калифорнии. Тюрьма открыта в 1989 году в удаленном лесном массиве и далеко от крупных городов районов Калифорнии. Первоначально разработанная для размещения 2550 заключенных, с 2006 года эта тюрьма содержит 3301 заключенных, почти все из которых относятся к максимально опасным категориям заключенных для общества. Осужденные находятся в изолированной камере 22,5 часа в день и лишь на 1 час выходят в небольшой крытый двор. Изюминкой тюрьмы являются Х-образные здания, где 1300 самых закоренелых преступников государства находятся в полной изоляции. В тюрьме несколько раз проходили голодные забастовки, кроме того, даже были иски против бесчеловечного одиночного заключения. Но порядок, тем не менее, пока остается прежним. Лагерь 1391. Лагерь 1391, прозванный израильский Гуантанамо, является лагерем для заключенных членов армии обороны Израиля, которые считаются осужденными высокого риска. Он расположен на севере Израиля, всего в часе езды от Тель-Авива. Существование тюрьмы оставалось тайной для общества вплоть до 2003 года, возможно из-за невероятно бесчеловечного обращения с заключенными. Люди, отсидевшие там срок, сообщали о сексуальном насилии, пытках, крошечных камерах без света, отсутствии проточной воды и долгих периодах одиночного заключения. Власти Израиля утверждают, что тюрьма не использовалась с 2006 года. Однако, учитывая то, сколько сил они вложили в то, чтобы держать эту тюрьму в секрете, они даже удаляли ее фотошопом с официальных спутниковых изображений в интернете, нет никакой гарантии, что она останется закрытой, кроме того, об этом даже никто не узнает. Пока, конечно же, люди не обнаружат самих себя за стенами этой тюрьмы. Гитарама. Гитарама – это центральная тюрьма города Кигали, столицы африканского государства Руанда. Сама тюрьма рассчитана на содержание не более 500 заключенных одновременно, но в разные годы и по разным данным в ней находилось от 6 до 8 тысяч человек. Некоторые камеры представляют собой кирпичные помещения размером метр на метр. В таких камерах нет потолка, элементарных гигиенических и бытовых условий. Из-за малого размера в них нет даже кроватей, и людям приходится спать стоя или сидя. Отсутствие удобств и большая скученность людей приводит к антисанитарии и заболеваниям. Отсутствие возможности сесть или лечь приводит к возникновению болезней ног, а тот факт, что отправлять естественные нужды людям тоже приходится стоя и продолжать стоять в экскрементах, приводит к возникновению инфекций и ампутации конечностей. Гуантанамо. Самая известная тюрьма США для особо опасных преступников и террористов территориально находится не в Штатах, а на Кубе. В 1932 году аренда ее территории стала бессрочной. До этого плата равнялась 2000 песо в год. Сама тюрьма работает с 2002 года. За это время через нее прошли от 700 до нескольких тысяч человек. Бывшие узники утверждают, что нужные данные у них выбивали зверскими методами. Допросы длились по 12 часов, в это время не разрешали посещать уборную, включали оглушающую музыку, жестоко избивали. На территории Гуантанамо также находится так называемый X-Raid Camp лагерь для военнопленных талибов. Заключенные здесь обитают в металлических сетках 2-3, которые во время дождя накрываются прозрачной пленкой. Для того, чтобы сломить боевиков морально и физически, созданы все условия. Карандиру. Карандиру бразильская тюрьма – один из самых крупных в Южной Америке тюремных комплексов, который находился 1920-2002 в Сан-Паулу. Тюрьма прославилась как наиболее жуткая не только в Бразилии, но и во всем мире. Какой кошмар там творился, известно только тем, кто отбывал здесь срок. Одновременно здесь находилось около 10 тысяч заключенных. История зловещей тюрьмы сложилась плачевно в 1992 году. Там случилась кровавая бойня, в результате которой погибло 111 заключенных. Количество жертв резни в Карандиру, такое название закрепилось за теми кровавыми событиями, и затянувшийся на более чем 2 десятилетия судебный процесс вызвали бурю негодования у населения страны. В 2002 тюрьма была закрыта и снесена, от Карандиру оставили лишь один блок в качестве музейного экспоната. Впоследствии на месте тюремного комплекса разбили парк Райкерс. Грязно, опасно, мрачно, удручающе. Вот как говорят о тюрьме Райкерс ее заключенные. Это второй по величине пенитенциарный центр Америки, который славится своей культурой насилия, причем эта система активно поддерживается работниками исправительного учреждения. Сообщения о жестоком обращении с заключенными в тюрьме Райкерс появлялись в разные годы.
Надзиратели избивали заключенных, нарушали права человека, были уличены в преступлениях сексуального характера. С годами положение дел только усугублялось, администрация закрывала глаза на нарушения, и нечеловеческие условия считались нормой. Бывшие заключенные рассказывают, что условия жизни в Райкерс тоже оставляют желать лучшего. Нет кондиционеров и отопления, постоянные набеги крыс и мышей, наличие тьмы тараканов. Навести порядок в исправительном учреждении не представляется возможным. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.